Я не раз говорил в своих роликах, что в аниме Фрирен, провожающем в последний путь, многое не говорится напрямую, и нужно самостоятельно подмечать детали. В этом видео я подобрал 15 таких деталей. Какие-то я уже рассказывал в прошлых роликах, какие-то очевидны при первом просмотре, а какие-то не так просты, как кажутся. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А начнем мы с чего-то попроще. В третьей серии Айзен признается, что любит кислый виноград. Помня про это, через 80 лет Фрирен берется за задание с наградой в виде гримуара с магией, превращающей сладкий виноград в кислый. Но это было только через 80 лет. А как же Дворф справлялся во время похода? Да просто заказывал его в тавернах. Серии раньше можно было видеть флешбэк, где остальной отряд, сидя в таверне, выбирает себе вполне обычные блюда. А вот Айзен наслаждается одним лишь виноградом. Знаете, у меня страшная новость. Фрирен смародерила сережки с трупа своего учителя, волшебницы Фламме. Ладно, не все так ужасно. Но тем не менее, когда Фламме подобрала еще молодую эльфийку в разрушенном поселении, та никаких украшений не носила. А вот у Фламмы как раз были в ушах сережки из красного продолговатого камня. Кроме того, такой же камень был у нее в ожерелье на шее. И эти сережки очень сильно напоминают те, которые Фрирен носит в настоящее время. Да, они отличаются креплением, и там нет дополнительной золотой висюльки снизу, но сам камень невероятно похож. Получается, Фламме подарила свои сережки Фрирен? Тоже нет. Когда нам показывают быструю перемотку времени после смерти Фламме, в ушах Фрирен не видно никаких сережек. Да и во время первой встречи с Гиммелем на крупном плане они не показываются. Получается, эльфийка во время путешествия с отрядом героя нашла камни, схожие с камнем Фламме, и сделала себе эдакое напоминание о своей наставнице. Ну или, если вы хотите историю покрасивее, нашла те самые давно утерянные камни в каком-нибудь мимике и слегка их доработала. Впрочем, это уже совсем другая история. Еще на втором просмотре уже в первой серии можно заметить кольцо, которое Гиммель надел на руку Фрирен во флешбеке из 14 серии. Она крутит это кольцо в руках как памятную вещь после смерти Гиммеля. Причем это добавили только в аниме. У меня есть целых 2 ролика, где я рассказываю про различия аниме и манги. Можешь поглядеть по подсказке справа сверху. И еще раз, это же кольцо мелькает в 12 серии, когда Фрирен, облитая зельем, растворяющим одежду, ищет, чтобы подарить Старку. Кстати, насчет зелья. Оно также впервые было показано значительно раньше развирусившегося момента из 12 серии. Уже в 3 серии Ферн упоминает его, перечисляя странные вещи, которые покупает эльфийка. Злопамятная Фрирен. В 6 серии Старк, разозлившись на Фрирен, называет ее старой коргой, но та будто бы не обиделась. Тем не менее, примерно через год совместных странствий в 18 серии, уже на подъезде к городу магов, Фрирен припоминает Рыжуле его слова, а тот, судя по реакции, даже и не помнит, что когда-то такое говорил. Все же мироощущения у людей и эльфов разные. Интересно, Фрирен все помнит или у нее есть книга обид? Аура Гильотина уже встречалась с Фрирен и была побеждена командой героев. Об этом говорится в аниме, но как именно происходил этот бой? В одной из серий показывается кадр из их предыдущего похода, и там видно, что Гиммель неплохо так вдарил по ней мечом, что наводит на 2 мысли. Первая мысль: Гиммель и в самом деле очень сильный воин. Как минимум на момент той серии он нам подается лишь как хвостун, нарцисс и эльфолюб. Никаких боевых навыков он не показывал. Автор вообще старается не показывать, как именно проходили сражения группы героя. Такое ощущение, что они только и делали, что помогали крестьянам, брались за квесты типа «подай, принеси», а при встрече с реально мощными противниками убегали или запечатывали, как Кваля. Но одним фреймом в манге и одним кадром аниме нам показывают, что аура, владелица имбовейших часов, была просто спидблицнута Гиммелем на огромной скорости. Такую же скорость он демонстрировал позже, отрубая руку демоницы из флешбека. Но кто она, а кто аура?
Мысль номер 2. Даже в этом случае Гиммель не смог убить ее с одного удара. Она явно каким-то образом сбежала, правда, нам так и не раскрыли, каким именно. Собственно, поэтому она так спокойно вышла против Фрирен, считая, что эльфийка слаба и у нее мало маны. На самом деле этот кадр с аурой не единственный. Их 5, и они все вместе длятся 0,15 секунды. Их нам показывали на 18-й минуте 10 серии, во время флешбека Фрирен о первой встрече с героем Гиммелем. Здесь наглядно демонстрируется, как для Фрирен прошли эти 10 лет. Тем не менее, я вам дам их рассмотреть получше. Первый кадр — бой группы героя с солнечным драконом. Сложно сказать, тот ли это дракон, которого потом Старк убил, или это другой. Второй кадр — запечатывание демона Кваля. Здесь уже на переднем плане стоит Фрирен. Третий кадр — тот самый кадр с аурой. Четвертый и пятый кадры — это вид спереди и сзади на отряд Гиммеля, стоящий перед замком владыки демонов, и судя по тому, что кадра сразу 2, можно понять, что либо штурм замка был очень долгий, либо он сильнее всего врезался Фрирен в память. Вы досмотрели аж до сюда, так что грех не подписаться и не прожать лайк. А еще вы всегда можете поддержать мой канал на Бусти, где ролики выходят на неделю раньше. А еще там есть дополнительный контент, типа прохождения тайных игр. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании. А мы продолжаем. Следующие 3 вещи связаны общим смыслом, а именно передача духа времени в аниме. Когда нам показывают флешбеки с Фламме, то мир людей, в который Огонек привела мороженку, очень похож на Древнюю Грецию. Лестницы полиса вытесаны из камня. Здания также каменные, а это здание очень похоже на храм. Может быть, даже в качестве референса использовался Парфенон. Также не забыли и мелочи. Например, читающая Фрирен в руках держит свиток. Только из-за того, что это японское аниме, держит она его, читая явно справа налево. Отсюда можно сделать вывод, что всего за 1000 лет мир Фрирен прогрессировал от древнего мира до средневековья, что быстрее, чем у нас в реальности. Еще одна мелочь, через которую передается дух средневековья. Книги, гримуары и, в принципе, пергамент. В домах обычных жителей нет книг. Все они сосредоточены у знати или, например, у травниц. Но что если надо что-то объяснить человеку наглядно? В 3-й серии Фрирен показывает Ферн схему работы барьера в виде простых рисунков на земле, после чего начинает ее тренировать. Она не стала доставать дорогущий пергамент и рисовать на нем, а воспользовалась тем, что было под рукой, потому что пергамент наверняка не дешевый. Кстати, судя по корявости рисунка, можно сделать предположение, что Фрирен умеет читать, но не умеет писать. И чтобы далеко не отходить от темы средневековья, соавтор этого ролика и лейтенант моего Бусти Мизраэль указал на то, что сцена прощания графа Граната и Фрирен срисована с великолепного часослова герцога Берийского, иллюстрированной рукописи 15 века, которую этот самый герцог заказал братьям-миниатюристам Лимбургам. Если быть точнее, то сцена из аниме сделана по референсу с одной из миниатюр из цикла «Времена года», посвященной октябрю месяцу. Сейчас же этот часослов хранится в музее Конде во Франции. В обоих случаях, и в аниме, и на миниатюре, на заднем плане видны стены замка. В обоих случаях есть птицы на переднем плане, есть наездник на лошади, который пашет землю, и есть крестьянин, который сеет озимые. Кто теперь скажет, что аниме Фрирен, провожающая в последний путь, это невысокое искусство? Разбавим искусство чем-то приземленным. В 21 серии Ферн в разговоре в пещере говорит о том, что знает заклинание, позволяющее видеть сквозь одежду, которое она выучила еще в 6 серии. После такого заявления Юбель, которая вся из себя поехавшая маньячка, все оставшееся время сидит стыдливо, прикрываясь от взгляда Ферн. Такая мелочь — отличное дополнение к образу злюки. Кстати, Ланд, например, закрываться не стал, потому что у копии все равно нет стыда. А еще Ферн по нераздеваемости Ланда могла бы понять, что перед ней клон, а не настоящий человек. Умение Фрирен профессионально скрывать ману нам тизерили раньше, чем произошел бой с аурой гильотиной. После того, как Фрирен сбежала из тюрьмы графа Граната, ее на улице встретили Ферн со Старком.
Просто посмотрите, как резко дернулась Ферн, когда Фри-Рен прошла буквально в метре от нее. Она не узнала ее по шагам, росту или походке, а именно что зацепила ее ману, которая в сдерживаемом состоянии как раз и находится примерно на таком расстоянии. Тоже мной замечено только на втором просмотре. В аниме очень часто нам показывают, как мир меняется под действием времени. Где-то прямо в лоб, показывая, как строится город за сотни лет. Где-то нам наглядно показывают старение старейшины деревни. Где-то один и тот же город выглядит по-разному и 80 лет назад. Но я думаю, что вы, еще не готовы к таким фишкам аниме, могли не заметить вот этого торговца из первой серии и то, как он постарел всего за 30 лет. Фри-Рен и ее становление как человека. В одной из серий Ферн спрашивает, как же отряд героев терпел такую ленивую и безалаберную эльфийку. Вот только никто ее не терпел. Остальная троица понимала, что менять ее характер бесполезно. Стоя на обзорной площадке замка, она, не моргнув и глазом, говорит про то, что их путешествие — это всего лишь 100-я часть моей жизни, а остальной отряд только опускает голову, понимая, что не смогли поменять ее характер. Однако все меняется после смерти Гиммеля. Чуть дальше в первой серии она внезапно называет Гайтера своим другом, на что тот улыбается, понимая, что изменения в характере все же начали происходить. А уже перед смертью самого Гайтера Фри-Рен даже начинает отчитывать старого святошу, чтобы тот оставил как можно больше воспоминаний после себя, как когда-то завещал Гиммель. И если внимательно следить за реакциями персонажей, то ясно видно, что Гайтер умер довольный тем, что Фри-Рен встала на правильный путь. Тем временем сама эльфийка еще ничего не поняла. И в третьей серии на вопрос от Ферн Фри-Рен говорит, что в своем новом путешествии пытается выяснить, было ли так важно предыдущее путешествие с Гиммелем. После чего нам показывают, как Ферн улыбается. Она-то четко понимает, что тот поход отряда героя оставил очень глубокий след в душе эльфийки, иначе бы та так много о нем не говорила. А также то, что нужно еще время, чтобы Фри-Рен сама это поняла. Столько всего можно понять из простой улыбки, которая показывается буквально 2 секунды. Поэтому мне так и нравится это аниме. Если будете пересматривать, обращайте больше внимания на то, что показывают, а не то, что говорят. Еще одной из скрытых тем аниме является тема похвалы за усердный труд. Этому был посвящен флешбэк Старка и традиция угощать стейком каждого воина. Но у Фри-Рен есть своя сквозная тема. Я бы ее назвал Фри-Рен и поглаживание по голове. Как мы уже знаем на текущий момент, Фри-Рен любит гладить по голове тех людей, кто усердно трудится в своей жизни. Она так делала с Канной и Лавиной после боя с Рихтером. Она так делала с Зайном на крыше. Но я задался вопросом, а откуда пошла эта ее привычка? И да, тут снова замешан Гиммель. Первое поглаживание по голове в аниме было, когда постаревший отряд решил снова поглядеть на звездопад. Там Гайтер приветственно гладит по голове Фри-Рен, но той не нравится. Второй раз он же гладит ее во время похорон Гиммеля. Ей снова не нравится. Но вот во флешбеке со старым Гайтером уже сама Фри-Рен гладит Гайтера по голове, благодаря за усердный труд. После чего и начинается эта ее привычка. Причем, когда монах Крафт предлагает ее поблагодарить за усердный труд, она, видимо, держа в уме то, что ее будут сейчас гладить по волосам, отказывается от предложения, мотивируя тем, что ее уже похвалили. Один раз вербально во флешбеке и еще 2 раза поглаживая по голове. Но почему Гайтер вообще принялся хвататься за голову Фри-Рен? Да все из-за того, что он восхищался Гиммелем. А того хлебом не корми, дай погладить по голове деревенских детишек, сирот из приюта и все в таком духе. Учитывая общую строгость аниме, я уверен, что когда Фри-Рен дойдет до ореола, Гиммель просто погладит ее по голове. Что из рассказанного мной вы подметили сами, а на что не обратили внимания? Обязательно пишите в комментарии детали, которые заметили вы, но которые не попали в это видео. Обязательно покажите его друзьям. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.